Что будет, если одна из крупнейших экономик мира откажется от использования доллара в своих международных сделках? Китай уже активно работает над этим вопросом, постепенно снижая свою зависимость от американской валюты. Но сможет ли юань в полной мере заменить доллар и евро на мировой арене? Хотите узнать больше о том, как Китай продвигает свою валюту и как это может изменить глобальный финансовый рынок? Оставайтесь со мной, чтобы не пропустить подробности. Работа над национальной валютой Китая. Китай предпринимает серьезные шаги к интернационализации юаня. И каждый месяц в этом процессе появляются новые достижения. Впервые в истории юань обогнал доллар по использованию в трансграничной торговле Китая, и это только начало. Но можно ли уже сейчас говорить о полном избавлении Китая от зависимости от американской валюты? Или доллар и евро останутся важными игроками на мировой арене еще долгие годы? Китаю удалось значительно сократить свою зависимость от доллара, сделав важные шаги в этом направлении. В последние годы страна активно работает над расширением использования своей национальной валюты – юаня в международных расчетах и внешней торговле. В частности, Китай заключает двусторонние соглашения с различными странами, позволяющие проводить торговые операции без использования доллара. Это особенно заметно в отношениях с крупными торговыми партнерами, такими как Россия, страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, которые также стремятся уменьшить свою зависимость от доллара. Кроме того, Китай активно развивает международные инвестиции, направленные на использование юаня, а также продвигает инициативу «Пояс и путь», которая стимулирует использование китайской валюты в крупных инфраструктурных проектах. Все это позволяет Китаю постепенно уменьшать влияние американской валюты на свою экономику. Юань впервые обогнал доллар. Однако, по мнению Бяня Юнцзу, приглашенного ученого из Ельского университета, пока рано говорить о полном отказе Китая от доллара. Несмотря на все усилия, доллар продолжает играть ключевую роль во многих международных сделках, и его использование остается доминирующим в глобальных финансовых операциях. В краткосрочной перспективе, по мнению эксперта, доллар сохранит свою значимость в китайской внешней торговле и инвестициях. Процесс перехода на альтернативные валюты, такие как юань, займет больше времени и потребует дальнейшего укрепления международного доверия к китайской валюте. Ранее китайские СМИ, ссылаясь на данные Государственного управления валютного контроля КНР, сообщили о важном событии. В марте юань впервые обогнал доллар по объему использования в трансграничной торговле Китая. Юань использовался в 48,4% всех трансграничных операций, в то время как доля доллара составила 46,7%. Уже в мае разрыв между валютами продолжил увеличиваться. Доля юаня достигла 49,6%, а доллара снизилась до 45,2%. Эти данные свидетельствуют о том, что Китай активно продвигает свою валюту в международной торговле, постепенно снижая зависимость от американской валюты. Причина потери влияния доллара и евро. В настоящее время доллар и евро постепенно теряют свое влияние на международные финансовые рынки, что связано с недавним повышением процентных ставок в США и Европе. Повышение ставок сделало эти валюты менее доступными для других стран, так как их стоимость выросла, и стало сложнее получить достаточные объемы долларов и евро для торговых и финансовых операций. Это привело к тому, что многие страны начали искать альтернативные способы расчетов в международной торговле. В таких условиях страны, как Бразилия, Россия, Индия и Иран, стали активнее использовать свои национальные валюты для проведения торговых операций. Это означает, что вместо того, чтобы рассчитываться в долларах или евро, они все чаще используют свои местные валюты для взаимных расчетов. Этот процесс получил название пассивной дедолларизации и деевроизации. Интересно, а что же это значит? Пассивная дедолларизация и деевроизация. Пассивная дедолларизация и деевроизация – это процесс, когда страны постепенно сокращают использование долларов и евро в своей торговле. Это происходит не резко, а как естественная реакция на изменения в мировой экономике. Вместо того, чтобы полностью зависеть от иностранных валют, страны начинают все больше использовать свои собственные деньги для международных расчетов.
Это помогает снизить зависимость от доллара и евро и уменьшает влияние внешних факторов на экономику каждой страны. Постепенно расчеты в местных валютах становятся более популярными в мировой торговле, так как страны стремятся укрепить свою финансовую независимость и сделать свои экономики менее уязвимыми к глобальным изменениям. Использование юаня в разных странах. Эксперт рассказал, что юань является сильной и стабильной валютой, с которой можно приобрести практически любые товары по всему миру. Это делает юань все более популярным для международных расчетов, и его использование в других странах заметно выросло. Одной из основных причин этого является огромный масштаб китайской экономики, которая занимает важное место в мировой торговле. Многие страны активно сотрудничают с Китаем, и торговля с ним становится важной частью их внешнеэкономических связей. Эксперт также отметил, что по данным за первый квартал этого года темпы роста внешней торговли Китая заметны по всему миру, что подтверждает стабильность его положения на мировой арене. Сильные экономические показатели Китая укрепляют доверие к юаню. Чем больше доверия к валюте, тем шире ее используют в международных сделках. Это, в свою очередь, приводит к еще большему росту популярности юаня в глобальной торговле. Процесс интернационализации юаня. Кроме того, эксперт подчеркнул, что китайское правительство активно продвигает процесс интернационализации юаня, стремясь сделать его важной валютой в мировой экономике. Для этого Китай заключил соглашение о валютных свопах с рядом стран. Валютный своп – это финансовое соглашение между двумя государствами, которое позволяет обменивать их национальные валюты на заранее согласованных условиях. Такие сделки помогают укрепить торгово-экономические отношения между странами, снижая зависимость от доллара или евро. Благодаря этим свопам китайские компании и их зарубежные партнеры могут проводить взаиморасчеты в юанях и местных валютах, минуя необходимость использовать третьи валюты, такие как доллар. Это значительно облегчает торговлю и инвестиции с участием Китая. Таким образом, роль юаня в мировой торговле становится все более значимой. В результате этих усилий многие страны, которые ранее полагались на доллар в международных расчетах с Китаем, теперь предпочитают юань. Значение доллара, евро и юаня в финансовой системе. Хотя Китай активно работает над снижением зависимости от доллара, говорить о полном избавлении от этой валюты пока рано. В последние годы действительно наблюдается тенденция к уменьшению роли доллара, особенно благодаря тому, что все больше стран начинают использовать юань в торговле с Китаем. Юанем можно не только оплачивать товары, но и совершать инвестиции, что делает его все более привлекательным на международной арене. А вы как считаете? Однако, несмотря на этот прогресс, доллар и евро продолжают занимать значительную часть международной финансовой системы. Эти валюты остаются важными для большинства стран, и их полное вытеснение потребует времени. Пока что зависимость от доллара постепенно снижается, но окончательное избавление от него вряд ли произойдет в ближайшем будущем. Да, Китай активно пытается уменьшить свою зависимость от доллара, и в последние годы юань действительно стал более востребован в международных расчетах. Однако, несмотря на эти шаги, Китай по-прежнему в значительной степени использует доллар и евро для торговых операций и инвестиций с большинством стран. Эти валюты продолжают доминировать в международных финансовых сделках Китая. Хотя юань постепенно укрепляет свои позиции, зависимость Китая от доллара и евро остается значительной. Внешняя торговля и инвестиции страны по-прежнему в основном осуществляются в долларах США и евро, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время. Американо-китайские отношения. А что же насчет самих стран? Дружны ли Китай и США? Американо-китайские отношения – это одни из самых значимых дипломатических, политических и экономических связей в мире. Китай и США являются вторыми по объему торговыми партнерами друг для друга, и в 2012 году объем товарооборота между этими странами достиг впечатляющих $500 миллиардов. Однако торговля между странами характеризуется значительным дефицитом для США. В 2012 году он составил $315 миллиардов. Кроме того, Китай является крупнейшим держателем американского долга, и к 2016 году эта сумма достигла $1 триллиона 300 миллиардов. Ежегодный обмен людей между странами также значителен.
около 3 миллионов человек пересекают Тихий океан, а еженедельно выполняется более 100 авиарейсов между странами. В сфере образования взаимодействие тоже активно. В 2011 году около 120 тысяч китайских студентов обучались в США, а более 20 тысяч американцев – в Китае. Торговая война между США и Китаем. В 2018 году торговая война между США и Китаем начала набирать обороты. Одним из ключевых событий стало введение президентом США Дональдом Трампом высоких тарифов на китайские товары, что серьезно обострило отношения между двумя крупнейшими экономиками мира. В декабре 2019 года Трамп объявил о частичной торговой сделке с Китаем, по которой США снизили некоторые из уже введенных тарифов и отменили планируемое повышение на новые товары. Это стало первым шагом к смягчению конфликта. Однако война продолжилась на других фронтах. В августе 2018 года Трамп запретил американским чиновникам использовать китайские гаджеты, в частности, устройства компании Huawei, считая их угрозой национальной безопасности. Через год Huawei была внесена в черный список компаний, что сильно ограничило ее возможности ведения бизнеса с американскими компаниями. Одним из самых громких событий стало задержание в декабре 2018 года финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу в Канаде по запросу США. Ее обвинили в нарушении санкций против Ирана и незаконных денежных операциях через британский банк HSBC. Этот арест стал символом усиливающейся борьбы между США и Китаем на политической и экономической аренах. Торговая война затронула и более широкие аспекты экономических отношений. В августе 2020 года Трамп заявил, что при определенных условиях готов полностью прекратить экономическое сотрудничество с Китаем. Он подчеркнул, что американская экономика страдает из-за действий Пекина, и в случае необходимости США готовы отделиться от Китая, если тот не изменит свое поведение. Не могу поверить. Вот это да! Обвинение Китая в ведении несправедливой торговой политики. В феврале 2021 года президент США Джо Байден обвинил Китай в ведении несправедливой торговой политики и нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Через несколько месяцев, в октябре, посол Китая в США Циньган выступил с призывом к правительству Вашингтона. Он предложил наладить мирный диалог и прекратить экономическое и политическое противостояние. Он подчеркнул, что Китай предпочитает решать международные вопросы без конфликтов, и это для них главный приоритет. Спустя всего 2 дня, на важной встрече в Вашингтоне, торговый представитель США Кэтрин Tai представила новый план по торговым отношениям с Китаем. В этом плане была предложена возможность переговоров с китайскими представителями о соблюдении торгового соглашения, которое было заключено еще в 2020 году. США даже готовы были освободить от пошлин некоторые китайские товары, но в то же время не исключали возможности введения новых санкций, если это будет необходимо. Вопросы прав человека как источник разногласий США и Китая. В американо-китайском заявлении от 29 октября 1997 года права человека были названы одной из главных проблем между США и Китаем. Однако стороны договорились поддерживать межправительственный диалог на эту тему, и к 2015 году уже прошел 19-й раунд таких переговоров. Несмотря на это, вопрос прав человека остается серьезным камнем преткновения между двумя странами. Во время визита президента США Барака Обамы в Китай в 2009 году Обама подчеркнул ценности, общие для двух стран, такие как уважение к семье и вера в важность образования и упорного труда. Однако он также откровенно обсуждал с председателем КНР Ху Цзиньтао вопросы демократии и прав человека. Тем не менее, даже спустя несколько лет после этого визита, в 2011 году в китайско-американском заявлении права человека все еще упоминались как источник серьезных разногласий. Американо-китайские отношения – это не только экономика и торговля, но и тонкий политический баланс, где ключевыми игроками остаются юань и доллар. Китай упорно работает над уменьшением своей зависимости от американской валюты, стремясь продвинуть юань как важный инструмент в международных расчетах. Торговая война
Санкции, вопросы прав человека и дипломатическое противостояние только добавляют напряженности между США и Китаем, делая будущее их отношений все более непредсказуемым. Если вам понравилось это видео, и вы хотите стать частью команды, которая создает такие увлекательные проекты, у вас есть шанс. Я ищу креативных людей, кто владеет навыками видеомонтажа, работает с графикой или озвучкой, или пишет интересные сценарии. Если вам интересно, пишите в Telegram-бот, ссылка в описании, и давайте вместе создавать контент, который захватывает и вдохновляет.